Приветствую вас, дорогие, в пространстве света и гармонии. Вы на канале Ева и Таро. С вами Ева. И сегодня, этим прекрасным летним днем, очень жарко, но вот я уже знаю, чтобы микрофон был хорошо слышен, я стараюсь что-то такое накидывать. Вот у меня топик, но накидываю, чтобы был хороший звук. Кто уже давно на моем канале, прекрасно знает эту локацию. На этой локации я записывала расклад «Вы королева». И у меня такое ощущение, что между тем раскладом и этим раскладом есть не то что косвенная связь, есть прямая связь. Рассказываю предысторию. Как обычно, всегда есть какой-то синхронизм, какая-то, знаете, такая очень светлая, добрая магия, которая происходит за кадром подготовки к моим раскладам, до и после. Представляете, вчера я получила вот такую колоду по картам, мне прислал. Причем прислал мужчина. У меня клиенты есть не только женщины, не только девушки, но еще и мужчина, который обращается ко мне уже который год по бизнесу и по всяким рабочим вопросам, финансовым и так далее. Ну, я не буду без имен, без деталей. Так вот, этот человек увидел эту колоду, знает, что я мастер рейки, и прислал мне колоду Таро в японском стиле. Представляете, от мужчины я получила такой вот, можно сказать, подарок, понимаете? Смотрите. В общем, сегодня у нас расклад, и сразу же выходит карта. Видите, сегодня будет расклад о мужчине, о новом мужчине, который будет или вашим партнером, или будущим мужем. В общем, ваш любимый человек, как он повлияет на вашу жизнь, как он изменит вас. Вот в первую очередь, как это изменит вас. Это судьбоносная встреча, да, этот мужчина вам по судьбе, как он изменит вашу встречу. И интересно, что именно эта колода, она новая. Я вот ее еще, видите, я ее только распечатала и получила ее от мужчины. Мне, кстати, девушки, с которыми я работала, мои клиентки, я вам уже показывала, были на канале несколько колод, которые мне присылали мои подписчики, девочки, которые работают со мной на консультациях много лет. Вот, колода вот совсем новенькая, смотрите, спешит она общаться. В общем, такое небольшое вступление. Очень символично получается, что мы будем смотреть, как повлияет, вернее, вот мне идет так с потока, как вы изменитесь, как вас изменит встреча с таким вот мужчиной, вашим судьбоносным, с вашим будущим мужем, с человеком по судьбе. Вот. И колоду я получила от мужчины. Это очень интересно. Первая колода. Обычно колоды или я сама покупала, или мне, дарили девушки мои, да, подписчицы, женщины, да. Вот, очень интересно. Ну, давайте посмотрим, как она сегодня сработает. Это вот прям, знаете, как-то... И вот что важно, я записываю это на том же месте, где я записывала расклад «Тройка мечей. Вы королева». Расклад был очень непростой, кто помнит. О вашей судьбе, о тех болях, о тех ситуациях я оставлю здесь ссылочку, вы посмотрите. Там был действительно непростой расклад, и однозначно есть связь между этим раскладом и этим, потому что когда я получила эту колоду, сегодня в 8 утра я примчалась в это место, я поняла, что буду записывать здесь. И вы посмотрите, как здесь поменялось. Девушка уже повернута в другую сторону. Абсолютно мы можем прочитать здесь peace, да, то есть его как бы, мир, да. То есть однозначно этот мужчина откроет вам мир. Возможно, будут какие-то путешествия. Представляете, вот первая карта самая счастливая. Это очень счастливый расклад. Вы смотрите этот расклад не случайно, понимаете? Здесь вы с этим мужчиной переродитесь сами, переродится ваше восприятие, переродится то, как вы видите этот мир. И вот с вашим будущим мужем, с тем мужчином, которым вы встретите, у вас раскроется, видите, по императрице, ваша вся женская сила, понимаете, вся ваша женственность, все ваши возможности. Кто-то, вот мне идет из-под того, как кто-то, допустим, мечтает о ребенке или хотел, в принципе, ребенка, но как бы и не хотел, потому что, возможно, с теми мужчинами не хотелось бы, понимаете, вот с теми, которые были. Или не складывалось. Получится. Кто-то давно мечтает переехать за границу, так вот, или жить в другом месте, в другом городе, в другой квартире, в другом районе. Вот что-то мне такое идет, какая-то перемена. Это сразу же, понимаете, вот с этим мужчиной придет. Причем не то, что вы вместе живете и как бы... Не то, что вы вместе, вот видите, это интересно, кстати. Я же говорю, это не то, что вы вместе что-то нарабатываете. Вот вы выходили императрица, они через 3 карты вышли. Между ними была карта, сейчас я вам покажу, какие карты были между ними. Смотрите, вот вы выходите императрица, вот император. Между ними вышли карты, смотрите. Вы поняли? Сейчас где? Вот. Свадьбы, движение к будущему, к переменам, поиск новых вариантов. Вы посмотрите, какой невероятный расклад. Ну, посмотрите, вот это просто вообще.
Класс. Ну, супер. И вот наша вот эта вот девушка, да, даже вот так вот оставлю, карта свадьбы. То есть поставлю даже на обложку, понимаете, потому что это действительно, вот мне пришло, что это все-таки будущий муж. Даже если вы не будете расписываться, но эти отношения будут, это, знаете, такие крепкие семейные отношения. Класс. Как начинается светло, очень здорово расклад. И вы смотрите, какая здесь счастливая, улыбающаяся, и вы все в белом. Посмотрите, и, кстати, интересно, розовый, смотрите, как я сегодня оделась. Тоже у меня вот роза-белый комплект, и низ тоже у меня розовенький, такой нежный. Посмотрите, вот абсолютно вот в нюанс этой колоды, и посреди меня распустились вот эти вот сиреневые цветы. Вы помните, записывала тот расклад, еще была весна. Да, по-моему. Вы представляете, как все работает? В общем, я сбиваюсь на этих эмоциях, потому что, вы знаете, такое ощущение, что вот эти отношения, которые у вас будут, они вас настолько захватят эмоционально, что вы настолько будете поглощены, знаете, как под впечатлением. Вы будете под впечатлением от этого человека и от того, как будете меняться вы и ваша жизнь. То есть с этим человеком, с императором, к вам помимо того, что вы раскрываетесь как женщина, у вас однозначно начинаются переезды, перемены, у вас будут желания открыть какое-то новое свое дело, что-то конкретно поменять. И самое главное, что это, знаете, вот это будет исходить от мужчины. То есть мужчина как будто бы своим появлением, своими возможностями, своими идеями, тем, как он будет к вам относиться, будет вас подталкивать к тому, чтобы делать какие-то новые вещи, потому что он сам уже император, понимаете, и вы выходили. Вы представляете, вот вы император и императрица, и между вами свадьба. Ну, посмотрите, ну вот это, ну просто вот шикарнейший расклад. Ну, классно. А, тут у нас еще девушка, вот так вот берем. Видите, вот вы. Вы представляете, вот, хоп, хоп, это вы. Вы королева, вы императрица. Вы выходили у меня, помните, на том раскладе? Посмотрите его обязательно. Вы выходили у меня там императрицей и королевой. И здесь абсолютно, я же говорю, эти два расклада связаны. И самое главное, что вот я же говорю, видите, она здесь улыбается, здесь такая улыбка не сходит. Вот как и я. Это очень у вас будет в состоянии, я просто подключилась к потоку уже к вам в будущем. Состояние, когда ты порхаешь. И вот как будто вы знаете, вот все люди ходят по земле, а вы как будто бы летаете. У вас как будто бы такое счастье вам привалило, понимаете? Это, знаете, вот счастье привалило, вы к нему шли очень долгий путь. Я вот вижу это счастье, почему вы так летаете? Потому что вы так давно хотели, вы точно знаете, что это для вас, что у вас должно такое быть, но этого пока нету, понимаете? И вот у вас это происходит, и вы просто расцветаете. Смотрите, какая красивая карта. Вы вся тут в жемчугах, в украшениях. Вы будете очень наряжаться. И мужчина вам, кстати, будет, мне почему-то из потока идет дарить какие-то очень изысканные, дорогие подарки. Возможно, какие-то будут украшения. Я вот сразу вот как-то вот, знаете, такой идет момент, что, кстати, интересно, я сегодня хотела утром одеть другую подвеску. Смотрите, вот у нее здесь тоже. Я хотела одеть другую подвеску, но летний у меня какой-то такой свой здесь сезонность, да, по украшениям. И, в общем, я хотела сегодня одеть другое, и там как будто бы, представляете, я меняла цепочку, и там кулончик и сердечко, оно не входит. Вы поняли? То есть они друг друга, то есть они в новую цепочку, он не подходит. Сделали так мастера наши турецкие, что оно не проходит, старая цепочка порвалась. Так вот, понимаете, вот это вот мне прям идет из потока, что почему это прям вот как знак пришло, боже, я думаю, как же так? Мое любимое украшение, и сделали мне цепочку, не пролазит, понимаете, вот это вот ушко, которое цепляться, да, вот это вот, оно не пролазит туда, в кулон. И я вот, понимаете, это вот сейчас я на картах вам посмотрю, абсолютно, понимаете? Здесь такое ощущение, что, сейчас я вам скажу, то есть у вас, вот прям то, что я и думала, понимаете, вот у вас была картинка, у вас была картинка семьи и отношений, вот такая вот, понимаете, большая. А рядом был человек, который вам не мог дать стабильность, не мог дать уверенность. Сегодня так, завтра так. Сегодня будем то. То есть это был человек вам не по размеру. Те отношения, которые у вас были в прошлом, они были не по размеру. Поэтому вы не могли сменить свою жизнь, выйти замуж, переехать. То есть ситуация была не по размеру. Боже, как напишите в этих комментариях, как вам нравится синхронизм вообще сегодняшнего расклада. Это просто вообще, ну, невероятно. И смотрите, какая выходила, какие вышли в самом начале карты. Обычно, когда я рассказываю долгую историю, понимаете, у нас вы как императрица, десятка кубков, десятка чаш, девятка пентаклей. То есть, ну, вот такие карты, которые у меня всегда на раскладе приходят, что у нас там, как бы
влюбленный, понимаете? Ну, вот, ну, посмотрите, ну, боже, ну вот сегодня все высшие арканы вышли в самом начале, понимаете, в самом начале, потому что очень такая интересная и судьбоносная история происходит. И если мы еще, когда смотрели расклад, вы королева, у вас тогда еще только все было, знаете, как будто вы только вы из прошлого пытались вырваться, то сейчас, когда вы будете смотреть этот расклад, и вы сравните свое состояние тогда и сейчас, у вас будет совершенно разное, понимаете? У вас будет совершенно разное состояние. Вы прошли уже за эти пару месяцев, да, моему каналу уже там 2-3 месяца, 3 месяца, да, вы прошли за это время большой путь. Вы очень много, что внутри себя поменяли, наполнились, понимаете? Поэтому сейчас, когда в вашу жизнь входит император, вы император и императрица, люди, которые знают цену любви и знают цену счастья. То есть это два человека, которые будут относиться очень бережно к чувствам и будут их, знаете, вот жить по легкости. Вы не будете перенапрягать. Вот мне почему-то из потока идет, что в прошлых отношениях вы, знаете, еще не очень умели. Здесь по карте Шута вы не очень умели, понимали, как выстраивать отношения, и вы ломали дрова, вы наломали очень много дров. Вы были, вот видите, вы были, возможно, еще такая юная, незрелая, да, у вас были какие-то старые программы, да, и мужчина тоже был такой. Так вот, в тех отношениях вы наломали дров, вы понимаете, если вы посмотрите, во-первых, мужчина был незрелый, а мужчина был незрелый, потому что вы еще сами были незрелые, понимаете, вы вышли замуж достаточно быстро, то есть или встретились с мужчиной, или какие-то серьезные были отношения, вы на этих отношениях научились жизни, вы на этих отношениях научились жизни, научились, поняли мужчин, поняли себя, вообще поняли жизнь, понимаете, вот мне идет, что вы на этих отношениях поняли жизнь. Боже, девочки, какая колода, боже, я сейчас закончу расклад и напишу этому мужчине, ну, я без имен хотела имя сказать, напишу ему огромную благодарность, что и даже дам ссылочку, что вот такой расклад был записан на его подарки. Понятно? Вот. Так что, кстати говоря, если вдруг в вашей стране, неважно на каком языке, вы вдруг увидите какую-то, потому что я мультилингвистичный человек, для меня язык выучить достаточно легкая штука, да, особенно, ну, Таро понятно, да, мы все знаем. Если вы увидите какую-то колоду эксклюзивную, может быть, с каким-то там, или вот, особенно там на украинском, на русском языке, да, на английском, неважно, но какую-то удивительную, необычную колоду, и вы хотите увидеть ее на моем канале, чтобы я сделала для вас здесь расклад и для всех остальных гостей моего канала, присылайте или пришлите мне подарок, или пришлите мне ссылочку, где заказать, я сама закажу, может быть, вы купите, пришлете мне карго, я не знаю, как-то мы с вами договоримся. Ну, в общем, я буду очень рада, это будет очень здорово, понимаете? Да, ну вот видите, сразу же выходит подтверждение про то, что я говорила сейчас про, просит меня уже расклад вернуться, понимаете, к вам. То есть вы настолько в тех отношениях, которые у вас были, почему я сказала, видите, смотрите, вот не зря, вот мне колоду подарил мужчина, понимаете, это зрелый поступок. То есть мужчина знает, что я люблю, он запомнил, да, хотя это, ну, как бы рабочие, скажем так, отношения, да, то есть человек запомнил, что я знаю, увидел, подумал и сделал. То есть это осознанный человек, осознанный мужчина, да, осознанное уже действие. То есть человек подумал, заботится, умеет заботиться, думать о других, понимаете? Вот нам это сразу мне приходит из потока, потому что в тех отношениях, которые у вас были до этого, первые те ваши отношения или там серьезный ваш брак какой-то, да, из прошлого, там, что вы ходили, вы знаете, как по тонкому льду. Мужчина вообще ничего не знал, он не знал ни как угодить вам. Так у меня даже идет почему-то из потока, вот, понимаете, что как будто бы вы его даже, ну вот он был как бы, понимаете, вы друг другу были не два сагбагапара. И вам даже мне вот идет, что приходилось как будто бы его учить жизни. Вот подай так, принеси так, цветы мне подари такие, я вот люблю то. И постоянно по 10 раз, понимаете, как будто бы, и вроде бы как бы отношения какие-то есть, но они как будто бы незрелые какие-то, понимаете. Так вот, в вашу жизнь идет мужчина, понимаете. Так, что у нас здесь интересно? Идет колесница, понимаете, очень резво. Здесь, понимаете, на двух белых конях очень светлая колода. То есть мужчина будет, понимаете, уметь действовать. Вот мне эта карта идет, колесница здесь, про то, что в контексте того, что я сейчас говорю из потока, да, мужчина умеет действовать. То есть он знает, как женщине угодить, он запоминает, он где-то пойдет в интернете, поищет. Я даже, кстати, узнаю, где он ее купил, интересно. Но это турецкая колода, то есть она в Турции куплена, интересно. Вот.
Да. Слушайте, так интересно. И понимаете, то есть, и не нужно даже просить, и не нужно как-то вот, то есть это сам, для меня это было таким сюрпризом, и как раз это было, вот получается, какой это был, это вот на этом, накануне солнечного равноденствия за несколько дней, получается. Слушайте, ну как интересно. Прям такой подарок посреди лета. Очень светлая колода. Она прям вот в моем духе. И я вот сразу чувствую, она прям со мной резонирует. Что у нас здесь выходит? У нас тут выходит четверка мечей. И она, знаете, вот что мне говорит? Как будто бы вот сразу пришел такой образ, как спящая красавица. То есть у вас те отношения, которые у вас были в прошлом, они вас не то что разбили, понимаете, не то что убили, не то что они там что-то вас как-то... Ну, они ранили, понятно. Они вас как будто бы заморозили. Они вас как бы заставили на долгое время как будто бы что-то себя внутри в сердце как бы умертвить, понимаете, стать немножко черствее, стать немножко холоднее, закрыться немножко, знаете, вот вы даже как будто бы вроде бы там, или другие даже люди, не только с мужчинами, я смотрю, это даже касается общения вообще с людьми, то есть вы, смотрите, какая цветовая гамма. Ну, это вот эта колода, представляете, я ехала вообще с другого конца города в это место в 8 утра, в воскресенье, чтобы вот быть на этом месте. Оно меня звало это место, понимаете? И эта колода, когда я ее открыла, увидела ее, и я поняла, что, боже, расклад будет называться только так. Те отношения, все, что у вас было в прошлом с мужчинами, оно у вас, помимо того, что ранило, понятно, вы там выносили уроки, вы уже женщина, девушка мудрая такая, да, вот, поэтому оно вас не ранило, оно вас заморозило. Знаете, как вот укольчик там сделали, оно как бы вроде есть, и ты вроде прикасаешься, ничего не чувствует. И вроде люди с вами пытаются взаимодействовать, а ты не чувствуешь. То есть какая-то как заморозка. Заморозка как будто бы вашего сердца. Уменьшилась чувствительность ваша именно в плане чувств. То есть вы когда входили в те отношения, вы прям душа нараспашку, понимаете? Ну вы прям, видите, здесь что выходит у нас? У нас здесь девятка пентаклей. И вот я всегда говорю, что вот у меня всегда, когда выходит, это как шикарная карта, девятка пентаклей, она, кстати, очень часто выходила на последних раскладах, потому что вы в тех отношениях просто самим статусом, что вы в отношениях, может быть, тем, что у вас, может быть, не было финансовой возможности там разъехаться с этим человеком или расстаться, и вы как-то уже привыкли к какому-то уровню жизни. Или вот просто, знаете, вот сам статус, что вот у меня есть мужчина, как-то мы вроде вместе, вроде не так все плохо, понимаете, там было не все так плохо, но эти отношения, потому что там не получилось раскрыть сердце так, как вы хотели, мужчина был неопытный, он не понимал, как с женщиной обращаться, понимаете? Мужчина был совершенно неопытный, то есть он не понимал, как... То есть вроде бы какие-то действия есть, но они не в попад. И вроде бы что-то вроде делается, но он вас не удовлетворяет. Ну да, ну вот мне идет сразу же, понимаете, что вы там заправляли всем процессом по карте сила. И здесь, видите, здесь вроде бы у вас и есть отношения, но в этих отношениях вы как на войне. Вы, как вы знаете, я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Вот, стоп, вот это вот поймала я, знаете, это настроение. Напишите в комментариях, кого, кто это сейчас меня напевал. Потому что вот это абсолютно то, что вы испытывали. Судя отношения есть, а в них больше геморроя, проблем, понимаете? Постоянно нужно над этими отношениями трудиться, работать, понимаете? И здесь интересно, что выходит тройка пентаклей, здесь, может быть, вы там по психологам ходили, может быть, вам приходилось обращаться к каким-то людям, может быть, там к тарологам вы ходили, может быть, вы там к астрологам ходили, я не знаю, но тут еще, кстати, может быть такое, что ваша семейная, ваши родители или его родители прикладывали руку, пытались как-то вам помочь эти отношения, там, условно говоря, спасти. Так, микрофон. Слышала я один расклад, там так я расстроилась, скрежетала, мне кажется. Еще в Варшаве, когда я записывала, не надела этот, и он... теперь все время слежу за микрофоном. Так, девочки. Ну, во-первых, снова выходят влюбленные и колесница. И вы знаете, вот здесь она в таком сочетании, да, в таком сочетании, оно мне говорит, что да, те отношения принесли боль. Да, те отношения
забрали у вас какую-то, знаете, вашу какую-то такую, знаете, вот девичью невинность, такую чистую веру, слепую веру, понимаете? Вот была слепая вера в любовь, какие бы это отношения. И вас это очень научило. И поэтому сейчас в вашу жизнь идет, понимаете, вы сами ведете, не кто-то, понимаете, это вот здесь вот на раскладе на этом, не знаете, вот мужчина по судьбе, будущий муж, но эта судьба, собственно, вы и есть сама судьба. Вот мне так как-то идет, понимаете? Вот вы сама судьба, вы сама и есть весь мир, вы сама сейчас вся вселенная, в вас сейчас заложено все. То есть те отношения, которые были, тот опыт, он вас просто сделал, ну как бы перезагрузил, сделал вас настолько всеобъемлющую, умеющую любить, понимающую, как нужно вести себя с мужчиной, какое отношение мужчины приемлемо, какое нет. То есть у вас, как бы, знаете, выстроилась полная картина про отношения. И поэтому сейчас вы, как сказать, вот этот мужчина, который к вам идет по судьбе, у вас даже не будет сомнений, долго какой-то, знаете, рассматривать не надо. Рассматривать ничего не надо, потому что вы хлебнули такое, знаете, вот пуд соли. Вы столько, у вас было разочарования, осмыслений, столько было, значит, знаете, может быть, у кого-то 5 месяцев, у кого-то 5 лет. То есть здесь мне идет, что вот какой-то срок был, большой. Кто-то даже смотрит расклад, и кто-то может 5 умножить, там, 5 плюс 5 сделать 10, да, то есть я имею в виду, что здесь вот 5, 10, 15, 20 лет. То есть у кого-то, смотрите, до 25 даже. То есть когда-то это давно было, но сейчас я сформулирую. Когда вы переживали те отношения, вы не хотели, не могли и не делились ни с кем той болью, которая была. Вот. Почему вы стали такая сильная? Та боль, которая была, она была только ваша. Вы сами с ней разбирались. Вы ни с кем не делились, понимаете? Ни с кем не обсуждали. Вы как будто бы хотели на этом что ли вырасти, хотели сами извлечь правильный урок. Вы хотели, чтобы не кто-то вам рассказал, понимаете, про этот урок. Вы хотели найти сами равновесие, такую, знаете, вот как бы четкую линию провести, границу про отношения, как надо, как не надо, что было там, что делала я, что делал он. Вы хотели совсем разобраться сама, потому что вы как бы смотрите на других людей вокруг и думаете, так, вот как оно у того-то, мне не нравится. Как оно у другого человека, понимаете? Вот вы такие, investigation, у вас начались такие раскопки, понимаете, исследования. Потому что вы так смотрите, ну окей, с кем об этом поговорить, у кого спросить, кто поможет разобраться. У всех, собственно, все, понимаете, такое, шатковалка, вы в себе такого не хотели. Может быть, оно и неплохо так выглядит, понимаете, для других, но вы себе такого не хотели. И вы начали копать вглубь, вы начали разбираться, а что же там вообще должно быть в отношениях. И вы так хорошенько проделали такую, понимаете, работу. И у вас теперь такое понимание, что такое семья, что такое счастье. Вы смотрите, какие вы классные, боже, ну... Вот даже, наверное, эту поставлю карту на заставку. Ну, она просто великолепная. Посмотрите. Вообще, я просто в восторге. Они стоят здесь. Если у меня на других колодах разные есть там ситуации, но вот видите, здесь на колоде, кстати, светлого порвица, я недавно записывала расклад, обратите на это внимание, там женщина обнимает мужчину, я много об этом говорила. То здесь, понимаете, я же говорю, мужчина, который делает жест, мужчина берет инициативу, он подумал, а что она любит, а что ей нравится, это вот там, ну, короче, неважно, да, то есть этот человек, как сказать, этот человек мне помог, хочется отблагодарить, понимаете, и вот знать, как правильно человеку угодить. Вот слово «угодить» я не могла найти, понимаете? Угодить. Понимаете, вот этот мужчина будет знать, как вам угодить, вас будущему. То есть он сможет очень легко изменить ваш порядок жизни. То есть как вы начнете видеть жизнь, как вы начнете наслаждаться. Я же говорю, что у меня такое состояние, вы будете в таком воодушевлении, в такой радости, вы будете порхать. Я же говорю, все люди ходят,
все люди ездят на машинах, на трамваях, на метро, на самолетах. Нет, вы летаете на облаках счастья. Вот даже они здесь, вот видите, у меня прямо идет из потока. Потому что с этим человеком, во-первых, у вас, я же говорю, он сразу вам даст конкретные перспективы. Ты хочешь дом? Будет такой. Ты хочешь это? Сейчас сделаем. Не когда-то завтра, я там заработаю, я сделаю. Давай сейчас подумаем, как мы сейчас это можем сделать. Давай, говори, мы делаем, что ты хочешь, тебе так нравится, тебе так не нравится. Ой, я знаю, ты любишь это, возьми. Понимаете? Вот интересно. И, кстати, вот и мне идет, что вы увидите, как этот человек, какой человек будет в работе, как он общается с другими людьми. Понимаете? Вот такое ощущение, что вы увидите, как он там, да, может людям дарить какие-то такие вот правильные, внимательные подарки, как он будет там поздравлять с днем рождения, как он может на работе относиться к своим коллегам или подчиненным. Очень он сможет относиться, понимаете, как-то вот... Он очень, понимаете, вот у него, его подчиненные, люди вокруг него, они никогда не будут бедными, недостатки. То есть люди вокруг него, семья, его коллеги, его работники, его близкие, родственники, то есть он всегда им поможет. Он не оставит их, понимаете, ну как сказать, почему-то грубо хочется сказать, потому что вот, видимо, те отношения по карте дурак, которые у вас были, понимаете, первые, там вы сами остались. Вы поняли, да? Без ничего. Вот без ничего. Почему-то так грубо захотелось сказать. Вот эти вот все мои словечки, девочки, пишите в комментариях, кто остался, видимо, именно в таком, ощущал себя в таком положении после тех отношений. Потому что морально вас это съели буквально, да, потому что вы тянули все на себе, вы знаете, вы трудились в отношениях, вы пытались, знаете, вот я его слепила из того, что было, да, а потом что было, то и полюбила. Как-то там было как-то так, понимаете? А это, конечно, очень много сил вы вложили, я же говорю, то есть вы настолько много вложили в те отношения любви, своей женской энергии, чистоты своей, какого-то такого своего женского магнетизма, что, вот видите, хорошо, конечно, кофточка микрофон держит, как же мне жарко, как же мне жарко. Ой, 8 утра. Что я хотела, почему-то я тоже про это сказала, понимаете? Вот это вот, вот это, кстати, вот это вот вы так будете сидеть, понимаете, вот такая вы будете барыня, такая вы. Это, знаете, это там, как-то, там, типа, гуляйте меня, катайте меня. То есть вы такая будете, вас этот мужчина, кстати, разбалует конкретно, я вам хочу сказать, что он, во-первых, он всех других людей умеет. Я говорила про то, что как он на работе. Вот не зря, понимаете, я вот туда сбилась, потому что вы с ним немножко, знаете, как будто бы отлетите в хорошем смысле. То есть вы как бы все время жили конкретно, приземленно, решать вопросы, дела, а тут у вас появится возможность немножко, знаете, так расслабиться, улететь куда-то немножко в облака, немножко так это, знаете, спустить вожжи, понимаете, убрать. Вот опять выходит эта карта, 10 кубков, потому что, как сказать, видите, вот он ведет, он как бы даже вас толкает вперед, он даст вам очень много возможностей, покажет вам новые горизонты. И вот мне все шло, что с этим человеком, если у вас не было желания иметь детей или не получалось, то с этим человеком у вас получится. Или у вас вот однозначно будут какие-то проекты, которые даже не то, что вы захотите создать, а он как будто бы вас будет, слушай, у тебя там то получается, да, там, а давай тебе откроем то, или ты там любишь то, а давай я тебе куплю это, понимаете? Или даже вот, я же говорю, как вот не зря вот мне пришел вот этот мой клиент, да, я не люблю просто слово клиент, я не знаю, как это, у меня просто я так это, мои люди, да, мои люди, с которыми я работаю, я так называю, которым я помогаю. Так вот, понимаете, вот как человек, что здесь шло, видите, сейчас. То есть не нужно просить, не нужно намекать, не нужно по 10 раз говорить, а я люблю то, а я люблю это. Человек сам будет слушать, наматывать на ус, делать выводы и будет стараться угодить. И он так общается, кстати говоря, со всеми. Он так общается на работе, со своей семьей, со своими близкими. То есть это человек очень большой души, очень щедрый. То есть он очень щедрый не только на, как бы, на эмоциональную часть, но и на, как бы, знаете, такую, и на материальную часть. То есть он не оставит людей рядом, он будет создавать рабочие места, понимаете? Вот мне все время выходит здесь 10 пентаклей. То есть человек будет, возможно, он руководитель или начальник, понимаете? У него уже достаточно большие возможности. Или у него очень близко к этому. Или он умеет, или у него несколько источников дохода, кстати, здесь тоже может быть много источников дохода. То есть он уже научился зарабатывать и знает, как это делать.
и он дает другим людям возможность тоже заработать. Вот это такой человек, понимаете? И, кстати, вот не просто так. Вы видите, я вам рассказываю, что человек, который вот мне подарил эту колоду, мой клиент, он приходит ко мне исключительно не по отношениям, а исключительно по финансовым, денежным вопросам. И видите, выходит десятка пентаклей, подтверждение, что мужчина, ваш будущий муж, новый мужчина, вот ваш мужчина по судьбе, понимаете, он такой вот, ну вот он надежный, добросовестный, щедрый. И он, знаете, он скорее вот этот человек, который всегда будет оставлять чаевые. Он всегда постарается сделать больше, чем надо, дать больше, чем надо, дать немножко сверху, понимаете? И поэтому у вас будет ощущение, вас разбалуют, потому что вы будете ожидать одного, будете получать больше. Вы будете получать больше, потому что вот, видите, вот это состояние, вот это так, как у вас были в прошлых отношениях, понимаете, все время, знаете, на сухом пайке, такое ощущение, что нам все время не хватает, все время нужно как-то экономить, и вроде как бы что-то мы делаем, но мы стоим на месте. Но, понимаете, ну с этим человеком вы, мне вот прям идет из потока, понимаете, вот вы такая вот, это не хочу, такая капризуля стать, это не хочу, мне это не нравится, то не нравится. Вы такая принцесска, вы прям станете как настоящая турчанка, понимаете? Начался, да, этот иммигрантский юмор пошел, черный, сарказм. Не, ну это же, вы понимаете, у всего есть исторические кормы, поэтому вы станете такой немножко вот принцессочкой, королевой, понимаете, потому что, вот помните, вот это все там, бременские музыканты, да? Вот, кстати, очень, ничего я не хочу, вот это у вас будет, что-то я сегодня, и вот эти песни, что это за, что вообще происходит, что за песенки, понимаете, вы как будто бы такая серьезная, знаете, зрелая девушка, женщина, неважно, сколько вам лет, вы рядом с этим мужчиной, понимаете, вот потому что вы почувствуете очень надежную опору человека. И вы как будто бы в маленькую девочку превратитесь. Вы такая тра-ла-ла, у-ля-ля, понимаете, такое вот у вас будет. То есть вы будете включаться рядом с ним в такое состояние девочки. Почему? Потому что вы наконец-то почувствуете такую безопасность, понимаете. И это будет и ощущение надежности, и это не в количестве денег, это в тому, как человек относится к людям, как он относится к своему ресурсу, как он относится к близким людям, и как он старается заботиться обо всех. Вы знаете, вот я вас в ответе за всех, кого я приручил. Это человек, который никогда не бросит. То есть если он взял ответственность за вас, за то, что он предложил, за то, что он сделал, то есть он завтра не придет и скажет, ну это я не то имел в виду, или там, я передумал. Нет. Этот человек, понимаете, если... Скажите мне, пожалуйста, вот был ли расклад в последнее время, чтобы в конце расклада не выходила карта Солнца, когда я говорю о таких вещах, о мужчине или о том, что будет, понимаете? Говорю, этот мужчина, понимаете, он настолько, у него внутри столько есть, понимаете, здесь даже вот солнце, оно вот как пентакли, то есть он уже потому что зрелый финансово, он прошел, это не только в финансовом смысле, он прошел жизненный большой путь, и он умеет делать других людей счастливыми, у него уже много внутри есть. И, конечно, с таким человеком вы видите, вы как девочка-припевочка рядом с ним, понимаете? У вас и красный свет, видите, здесь на солнце у него красное платье, то есть вы как будто бы зажигаетесь. Вы как бы зажжетесь изнутри, у вас вот это вот то, что я говорила, заморозка была у вас случилась, будет отморозка. Ну, в смысле, разморозка будет. Была заморозка, будет разморозка. Вы как бы, понимаете, засияете. Интересно, видите, здесь страшный суд, она такая выходит, такая карта, понимаете, вот посмотрите внимательно. Она абсолютно зеркальная. То есть у каждого из вас, как будто бы, я ее прочитаю здесь именно вот таким вот образом. Это очень знаковое событие в жизни его и вас. И вас ведут друг к другу судьба и ваши ангелы-хранители. Сейчас идет очень большая работа. И были очень судьбоносные, непростые, тяжелые. Вот у вас последние 3, 4, 5 лет были события, я вам сейчас скажу. Возможно, кто-то из близких уходил из жизни. Это было для вас даже вот такие самые близкие, мама, папа. Или, допустим, к вам ближе была бабушка или дедушка, например. То есть кто-то из ваших близких или из родственников ушел из этой жизни. И, возможно, вы столкнулись с этим даже в первый раз в своей жизни так близко, так сильно, и вас это очень сильно изменило. Дальше мне идет что? Во-первых, и еще были такие моменты, знаете, вот переезда нет, как бы дело даже не в переезде, дело в смене. Это, знаете, вот действительно, как будто бы вот ты открыл, закрыл.
То есть как будто бы у вас такое что-то происходило такое в жизни, что вам нужно было открыть и открыть совершенно новую страницу. Это могло быть из-за переезда, из-за работы, из-за отношений, из-за чего угодно. Но сам факт, что было такое, что вот надо было сделать до, после, понимаете? Вот разделилась так жизнь. Поэтому здесь, помимо того, что это судьбоносная встреча, понимаете, это два человека, вы и он, своим намерением, своей верой, своим желанием в свою жизнь просто сейчас это ведете, понимаете? То сейчас этой же встречи еще пока не произошло. Вот я смотрю, большинство нет, этой встречи еще не произошло. Вас пока мир готовит, вся жизнь сейчас ведет, все вокруг ведет вас к этому. Потихонечку ведет. И у вас сейчас немножко раскрываются новые горизонты. Ах, боже. Хотела я, да? Помните, у нас был расклад что там, про Испанию, да, веер? Что это такое я делаю? Я шалилась тут с этим с веером. Вот это, понимаете, вот вы будете сидеть, у вас такая жизнь будет беззаботная. Я поняла, что вот это означает. Я что-то не могла уловить из потока, понимаете? Сейчас я вам объясню. У вас, понимаете, вот снова мне выходит эта карта, и здесь, сейчас я вам объясню, расскажу. Интересно, да, мне опять снова выходит вот эта карта девятка пентаклей, и выходит здесь еще туз жезлов. Смотрите, сейчас я вам расскажу. То есть вот эта девятка пентаклей, понимаете, вот вы будете такой барышней с этим человеком, он изменит вас, главное, ключевое в том, что вы станете капризуля, у вас будет даже такая вещь, как маленькая жира, она вас будет беспокоить. То есть вы раньше сами могли хихикать над такими женщинами, такие, ой, вы такая нежная, ой, ты такая там что-то, ой, ну как бы это, да, то есть наконец-то из-за того, что вы наконец-то встретите мужчину, вот такого, понимаете, надежного, вы сможете позволить себе вот такие вот, понимаете, ну, там как бы жарко, я из-за жары страдаю, там или еще какие-то проблемы, мелкие проблемы, там у меня там колготочки порвались, ну, условно, то есть вы как будто бы, знаете, вот мне идет такое, как будто вы впадете в детство, даже в детстве вы себе не могли позволить быть такой капризулей или быть такой неженкой. Неженка, вот, вы станете очень неженкой такой, понимаете, сейчас я вам колоду перемешаю хорошенько, и мы еще посмотрим совет для вас и вообще результат этой встречи. Ну, вы поняли, что какой мужчина, какая вы, и вообще какие изменения у вас произойдут? Они на самом деле могут показаться, понимаете, на самом деле это изменения не мелкие, это очень глобальные перемены. Из женщины, понимаете, которая... Здесь восьмерка кубков, понимаете, из женщины, которая могла проходить разные эмоциональные переживания и с ними справляться. Оставаться одна, и понимаете, вот здесь идет, вот вы разговаривали действительно только с Богом, только со своими ангелами-хранителями. У вас не было человека, который бы решал ваши проблемы. И понимаете, и это хорошо, потому что если бы вы слушали других, то у вас бы получилось, как они говорят, а вы жили своим умом. Вот это мне в самом начале, понимаете? Потому что, помните, выходила эта карта? Я вот не договорила тогда. Помните про это? То есть вы тогда жили, вы никого не слушали, никаких советов. Вот у вас были проблемы, вы их сами решали. И вы понимали, что вот что у этого человека спрашивает совет, вот с этим поговорить, а у него самого, понимаете, сапожник без сапог, грубо говоря, чем мне этот человек может помочь? Он сам это, к этому не пришел. Или там, допустим, ваши родители, как они могли вам помочь советом, да? Или ваши подружки, например. Да, вот такое идет мне. Что те люди, которым, по идее, были рядом, к которым вы могли обратиться, они, по сути, вам не могли бы ничем помочь, понимаете, никаким ни советом, ничего. Потому что они сами, ну, как бы, у вас даже была более, что ли, знаете, какая-то более выигрышная, что ли, позиция, вы уже гораздо больше понимали. Поэтому вы, как бы, прекрасно понимали, что вам нужно... Да, интересно. Да. Тут и маг выходит, и жрица. Ну, посмотрите, ну вот вообще, видите, я сбилась. Сейчас вернемся, на чем мы остановились, да? Я потеряла мысль, простите меня, отвлекли. И интересно, что, смотрите, вот... вот видите, эта карта сразу напоминает. Я говорила, что, ну, кто вообще мог вам дать советы? Все люди вокруг жили гораздо, понимаете, еще в сложной ситуации, чем вы. Не ваши родственники, не ваши друзья, не подруги, не какие-либо вообще люди, у которых можно было взять пример, понимаете, поучиться. Там, понимаете, они сами тоже были сапожники без сапог, скажем так. Они не могли поделиться каким-то опытом и так далее, да? Потому что
как бы, ну, поделиться только можно тем, что ты знаешь, что ты умеешь. А вы вот как у них было, вы так не хотели. Вы понимали, что вы хотели чего-то большего, понимаете? Вот там всегда выходила на вас, понимаете, на вас выходила всегда десятка кубков, понимаете? У вас было четкое понимание, что мужчина должен быть заботливым, надежным, лидером. И вы готовы быть, понимаете, вот с ним такой мягкой. Ну, вот видите, сразу же выходит. У вас было четкое понимание об этой мечте, чего вы хотите, как вы хотите. Вы четко этого хотели, понимаете? Но вы что спрашивать у тех, у кого у самого нету? Поэтому вы сами ковали свое счастье. И до сих пор вы сами куете свое счастье. Вот. И что еще? Что еще? Что еще, мои дорогие? Давайте посмотрим карту совет напоследок. Пишите обязательно в комментариях, как вам откликается сегодня расклад. Видите, немножко сумбурно, потому что, во-первых, как будто бы, знаете, вот идет мужчина такой надежный, и вы даже немножечко себя почувствуете с ним, что, боже, я какая-то такая, не такая серьезная, как он, и такой серьезный, деловой, размеренный. То есть у него как-то, знаете, все вот у него все так по полочкам, он как-то продумывает все. Вот помимо того, что, кстати, вот это еще это, вы думаете, что вы такая осознанная, вы такая серьезная девушка, вы думали, что, ну, блин, это не все так, я еще дома умею планировать, так как этот мужчина сможет планировать, задумывать, понимаете, угадывать ваши желания и простраивать ситуацию, вы еще у него, вам нужно будет поучиться, понимаете, потому что раньше вот у вас был мужчина, которого вы все время должны были, знаете, учить на себе, собой учить, скажем так, своей жизнью, да, отдали свою жизнь на то, чтобы вырастить в нем, в общем-то, достаточно неплохого, достойного человека, кстати, вот мне идет. То есть вы, конечно, потрудились на славу в этот мир. Поэтому вам идет награда, понимаете, это по судьбе. Давайте посмотрим последнюю карту для вас совета. Вот. Если вы хотите быть ближе ко мне, вы можете присоединиться в телеграм-канал, там я делюсь и постсценами раскладов, и своими какими-то событиями в жизни, и раскладами на неделю Таро, подсказками, прогнозами. В общем, если вы хотите попасть в закрытый телеграм-канал, это можно сделать или через Boosty, подписку оформить, или через YouTube спонсорство, там тоже на втором уровне гармония, и на третьем уровне там есть именно подписка в Telegram. Только Telegram это уровень гармония, второй уровень. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Ну и, конечно, всегда рада видеть вас на личной консультации, у кого есть какие-то вопросы. Ну вот вам совет, понимаете, вот у вас те чувства, которые сейчас вот вы начинаете расцветать, понимаете, вот у вас. Не зря, вот видите, я сижу, и вот там на том раскладе вы королева. Посмотрите этот расклад. Там у нас была эта девушка. Там вы еще, понимаете, вот у вас этот расцвет идет, но у вас, знаете, как будто бы сердце еще закрыто. Здесь у вас уже ваше сердце начинает открываться. Сейчас еще может быть, знаете, такая пора года, лето. Вы начинаете больше становиться такой чувственной, более эмоциональной. И вот из-за этого ваша вера в то, что эта встреча произойдет, понимаете, она еще усиливается. То есть нам эта карта показывает, что нужно продолжать верить, нужно продолжать мечтать, нужно продолжать, понимаете, вот прям вот сосредоточиться, это выбрать, это главной мыслью, главной такой идеей, главной вообще вашей, как бы даже вот, не сколько даже мечтой, это, понимаете, здесь вот именно целью, потому что мужчина идет, понимаете, такой очень надежный, конкретный. И вам нужно, понимаете, это поставить не просто как хотелка, а прям вот это моя цель, это моя мечта, вот я к этому иду, и вот я не сбиваюсь как бы со своего курса, понимаете. Ну и сразу же видите, десятка пентаклей, понимаете, потому что вы придете к этой цели, и будет мужчина, который будет, ну, он очень много возможностей вам принесет в вашу жизнь. Он изменит вас как женщину, вы будете такая, знаете, вы такая девочка-припевочка воздушная. Он решит ваши финансовые проблемы просто даже своим появлением. И своим появлением, знаете, вот он как будто бы даст ответ на все вопросы, которые у вас были до этого в жизни. Чем заниматься, какое предназначение, как зарабатывать деньги. То есть как-то рядом с ним, знаете, все как-то само по полочкам ляжет. Все как-то станет ясно, понимаете? Вот какое-то метание уйдет. Вот это что самое главное, понимаете? Вот не будет никакого метания, будет конкретно, будет понятно, что делать и как делать. Будет четкое понимание, что мне надо, что мне не надо, что отметаем, что берем. То есть появится очень такая прям, знаете, конкретная ясность, за что браться, за что не браться в этой жизни. В том числе это относительно человека. Такой расклад девочки, прекрасный, интересный. Пишите в комментариях, что вам срезонировало. Я уверена, что этот человек, который подарил мне колоду, посмотрит ее. Благодарю. Очень мне понравилась эта колода. Принимаю с радостью этот подарок на канал. Будем с ней работать. Первый раз такое, что вот именно вот мне мужчина подарил. У меня, кстати, есть, по-моему, три, по-моему, у меня колоды, которые мне вот подарили, да.
Вот, потому что мне же сложно достать на русском языке, да, то есть когда на русском языке или там на украинском у меня колоды или какие-то оракулы, это означает, что мне кто-то привез или подарил. Вот, поэтому, дорогие мои, благодарна вам за то, что вы были в этом раскладе. Я желаю вам, чтобы все в этом раскладе проигралось для вас самым наилучшим образом. Ну, и видите, сам расклад показал, что вы, ну, вы такая, понимаете, уже, ну, вы верховная жрица, понимаете, вы творите сейчас уже сами эту жизнь, вы все знаете, вы все чувствуете, и вы как будто, вы знаете, вот дорисовываете последние, как бы, мазки, понимаете, вот этот свой мир, картину своего мира вы как бы дорисовываете. У вас практически все пазлики уже сложились. Поэтому увидимся снова на канале. Подписывайтесь, если вы снова хотите увидеться, встретиться со мной. Благодарю всех, кто оставляет донаты. Я все вижу, всем отвечаю. Благодарю вас. Увидимся, до новых встреч. Пока.